Обзоры на старые компьютерные видеоигрушки. Что может быть еще более очевидным на сегодняшний день на русскоязычном ютубе? Псевдосмешные обзоры на старые компьютерные видеоигрушки с геймплеем, который будет понятен за 2 минуты, но при этом хронометраж самого видео будет растянут на 10 и более минут. Вот это я понимаю. Контент. Начнем издалека с целью растягивания этого видео на вышеупомянутые 10 минут. Зомби. Что вы знаете о зомби? Так, что-то хуйня какая-то. В общем, я думаю, всем известно, что тема зомби довольно известна и распространена в массовой культуре. Существует множество игр, фильмов и книг по этой теме. Игры про зомби бывают в разных жанрах, и сами зомби изображены везде по-разному. Но сегодня речь пойдет немного о необычных зомби и таких же необычных способах борьбы с ними. Думаю же очевидно, что речь пойдет о Dying Light. Dying Light тогда 2015 года выхода в жанре survival horror от первого лица с открытым миром, разработанная пользой. Ребят, прикалывайся, ё-моё. Что, поверили, что ли? Plants vs Zombies или Растения против зомби, как вам угодно. Отличнейшая игра в жанре Tower Defense 2009 года выхода. Помню, как лет в 11 приходил к бате в гости, играл в этот бамбузил на планшете. Затем, примерно через год, я узнал, что, оказывается, игра есть и на компьютере. И сейчас, спустя неделю после этого, я начал делать данный видеоролик. Запускаем, наконец, игрушку и... Что это, блядь? В общем, волшебным образом игрушка запустилась, и нас встречает замечательная музыка, формат экрана 4:3, миленькая главная менюшка и факт пройденной игры, а поэтому создаю новый профиль и отправляюсь в зарубу. Начинается долгий туториал, который можно описать одним словом. Собираем солнышки, которые являются местными рубликами, и ставим горохострелов, которые являются местными турельками. Well done. Уровень пройден, но не туториал. За прохождение левела игра дает нам подсолнух, который является одним из ключевых растений. Эта миловидная тварюка олицетворяет вас, а то есть подсолнух инвестирует свои солнышки в мой бюджет, за который из землицы вырастает новая растеница, а растеница олицетворяет мои видео. В общем, ссылка на донат в описании. Один подсолнух стоит 50 рубликов, и дает он за раз 25. Делают они это не часто, а поэтому лучше иметь много подсолнухов, чтобы делать закупочки, а то есть затариваться хайповым стаучиком. Уровень пройден, на наших руках еще несколько трупов, и игра вновь награждает нас очередными представителями флоры. Не сказать, что вишенки используются профессиональными игроками, такими как я, на постоянной основе, но все же смысловая нагрузка от них присутствует, и лучше иметь их в инвентаре, потому что... Watch out, grenade! Картошка. В детстве я думал, что это картоха, но на деле это орех, который служит живым щитом. Я дома поставил сейчас, но толку от него нет, потому что у меня огневая мощь нереальная. Но пускай свежим воздухом подышит мужичок. О, он довольный какой. О, ребятушки, кажется, на спавне началась раздача ресурсиков. Надо бы поторопиться. Блять, что-то сегодня с лутом не особо повезло, но хотя бы есть железная лопата на починку. Думаю, она мне пригодится. Сука, уже какой-то бомжара мою лопату заприметил. Че ты хочешь, мужик? А, это сосед мой, Crazy Дэйвом зовут. Нормальный мужик, я так сразу и сказал. Дэйв предлагает нам рубануть в боулинг, и мы начинаем. Но для начала... Погнали, ребяточки. А вот это уже настоящая картошечка. В отличие от двух предыдущих растительностей, вот это действительно полезно. Теперь немного тактики от профессионального киберспортсмена по Plants vs Zombies. В первую очередь мы высаживаем максимальное количество подсолнухов в первом ряду и ждем, когда пойдет первый зомбастик. А вот эта сука падла гнида ебаная. Ставим мину ближе к дому и ждем, когда она вырастет. Здорово! И к моменту, когда она высунула свою мордаху из-под земли, я уже успел засадить целый ряд подсолнухами. Затем без задних мыслей высаживаем второй ряд инвесторов, и в одно мгновение наступает финансовая независимость в 15 лет. Очередная победа и новый горохострел, который замораживает. Показывать особо нечего. Стоит он 175 и замедляет врага при стрельбе. Все. Кстати, как вы, возможно, заметили в этом кадре, среди зомби тоже происходит пополнение. Помимо обычных чудиков, есть еще огромное множество зомби с разными способностями. Мужички с колпаками и ведром в счет не идут, так как это не способность, а просто увеличенная броня. А вот этот мужчина — дело другое. Это стрибун, винстриба. У него не так много брони, но зато он быстро бегает и может перепрыгивать первое растение на своем пути, а после чего становится обычным медленным зомби. Этот мужичок неплохо доджится орехом. Проходим еще один уровень и получаем не самое полезное растение ближнего боя. Затем еще один, и игра угощает нас крутым горохострелом, который стреляет по 2 горошины за раз. После этого уровня мы получаем письмо от зомби. Боже, блядь, вы посмотрите на этих тупых зомби. Сука, они даже писать нормально не могут. Тупые, блядь. Жаль, я, конечно, читать не умею.
Сейчас бы прочитал, что тут написано. Ну, что есть, то есть. Затем идет мини-игра, в которой нам дают рандомные растения, и по ее завершению начинается новый этап. Ночь. Crazy Dave нам по берегу рассказывает о том, что правила игры ночью другие. Во-первых, больше никаких халявных солнышек с неба, но использовать подсолнухи мы все еще можем. Также у нас теперь есть грибочек с такой же скоростью атаки и уроном, как у Горохострела, но при этом он бесплатный, то есть никаких вложений. Набираем по берегу команду и высаживаемся во двор. Теперь во дворе помимо ночного времени суток нас встречают могилки, из которых немного позже будут выползать чудики-монстрики, но сейчас нас это не тревожит. По той же тактике высаживаем 2 ряда подсолнухов, попутно засаживая бесплатные грибочки. Обалдеть. Из зомби выпала монетка. Но об этом немного позже. Теперь находим применение для лопаты, которую нам скинул админчик. Когда появились деньги, я могу спокойно заменять бесплатные грибочки на что-то более крутое. Просто выкапываю карапузов и на их место ставлю ледяных горохострелов. А применение выкопанным грибочкам я уже нашел. В общем, тут ничего особо интересного не происходит. Просто продолжается ночная заруба местного двора. Только теперь вместо подсолнухов желтые солнечные грибы, которые вырастают со временем. Какая-то штука, которая пожирает могилы. Бустер, ёпта, бустер. Большая головка, блядь. Зомби с дверьми, грибы-дробовики, мини-игра, в которой нужно лупить зомби по головам, гипногриб, американский футболер и Майкл Джексон, который призывает других зомбей из-под земли. Сейчас тут другая моделька, но когда я был моллюском, из-под земли выползал Майкл Джексон. Его почему-то убрали. Интересно, почему же? На самом деле, каждый новый зомби и растение добавляет интересности в игру, но рассказывать о каждом из них что-то как-то... Ну, такое. По завершению очередного замеса нам приходит записочка, в которой написано, что... Ну, что-то написано, в общем. Начинается очередная мини-игра. Суть как мини-игра заканчивается, и нам дают кувшиночку. Наступает новый момент в жизни. Замес на заднем дворе около бассейна. Игра ничем особо не отличается. Просто добавляется немного сложности в виде затрат на кувшинки. Но играть все так же интересно. Кабачок. Крутое и полезное растение, кстати. -1. В следующем раунде я попробовал сделать 3 ряда подсолнухов, и по завершению раунда у меня было по 4 атакующих чубзика почти в каждом ряду. И 1200 солнышек в запасе. Прикольно, конечно, но острой необходимости в этом нет. После этого раунда открылись прикольные мини-игры, в которые прикольно поиграть. Но это я оставлю вам. Да, блять, что зеленую не дало? В конце следующей зарубы мы находим ключик от машины Crazy Dave, и этот пузырь бородатый предлагает нам всякие улучшения как раз за монетки, о которых я говорил ранее. Пока что у меня не так много денег, но я затарю себе вот эту швабру, или как эта штука называется? Грабли, во. Теперь мы будем знать, откуда будет идти первый шипзик, и как только он наступит на грабли, его головной отсек сразу же отлетит в стороночку. Каждый замес я вам показывать не буду, просто посмотрите, какие растения мне еще выпали из кейсиков. Вот такие вот, смотрите, пожалуйста. Еще замесик на заднем дворе, и приходит записочка, в которой сказано, что сейчас будет мини-игра. Давай, удачи тебе, братаха. Спидраним мини-игру, и начинается, вы не поверите, ночь. Но уже с туманом. Тут все как в Майнкрафтике. Освещаешь территорию, чтобы мобики не спавнились, и тогда вообще сложности никакой нет. А теперь, дорогие друзья, раскрываю вам правду. На самом деле, Plants vs. Zombies опередила время и была первой игрой с вертикальным геймплеем. Мужик летает на шарике. Жесть. Это вам не Titanfall позорный. Ставим кактус, ломаем мужику ебало. Вот так вот. В менюшке открывается парочка крутых мини-режимов, в которые вы не поверите. Прикольно поиграть. Режим, где ты играешь за зомби, вообще крутой, мне очень понравился, ставлю 3 балла из 10. Хвастаюсь, ребяточки. Если честно, то несмотря на такую, казалось бы, прохладную обстановку, находиться в ней довольно душно. Но как же хорошо, что у вас есть я, а у меня Sony Vegas Pro 13, с помощью которого я просто обрежу душниловку всю эту. Заканчивается ночной этап мини-игрой в дождливую погоду, где нужно ставить растения чуть ли не наугад. Если честно, я получил большое удовольствие от прохождения этого левела. Good nice, very nice, одним словом. Наконец открывается крыша, где игра пытается факнуть нас по всем фронтам. Во-первых, на крыше вначале ограниченное количество слотов для растений. Чтобы поставить растение, надо скрафтить вазочку. Также какие-то пидоры-паркеры местного двора время от времени тырят случайные растения. И что самое главное, крыша имеет угол. И что получается? Нам нужно использовать только растения по типу катапульты, чтобы наносить урон по зомбикам вдали. Так вот, ребяточки. Закупаем у Билли Бобы улучшение на 2 подсолнуха и гасим зомбистику снарядами сверху. Идет очередная схватка, и я понимаю, что начинаю сдавать позиции. Прыгучая, извиняюсь, сучара на абсолютном расслабоне перепрыгивает всех моих ребят. И казалось бы, сейчас в игру вступит газонокосилка, которая разрубит ему ноги. Но не тут-то было. На крыше нет газонокосилок. Одно мгновение, и эта тварь уже в трубе жрет мои мозги. Первое поражение. Я этого не ожидал. Ну, хорошо, что у меня есть запасная парочка мозгов, так что рестартим и разваливаем этот выводок. У меня теперь открылся огородик, в котором я могу выращивать цветочки, дающие деньги.
миленько и прикольненько. Отправляемся на следующий уровень и... Блять. И что мне с этой падлой делать? А ничего, ёпта, что за меня сделают мои любимые, дорогие и драгоценные растеница. За победу над этим куском мяса мне дают арбуз, который является самым вообще мощным и лучшим растением в игре. Стоит он 300, но каждое затраченное солнышко на эту Тверь, блядь. Стоит он 300, но каждое затраченное солнышко на эту тварь отбивается на 101%. Нереально мощный урон, так еще и по области бьет. Вот это мужик. И, наконец, очередное письмо, в котором сказано, что оно от некого Эдгара Замбоса. Может, его фамилия на что-то намекает? Остается только догадываться. Да и вообразное существо начинает нам рассказывать, как одолеть босса. Но в последний момент мужик отлетает, не успев договорить. Ну ничего, разберемся сами, ё-моё. Ой... Это мини-игра, оказывается. Но в таком случае создаем структуру из растений, чтобы был равный урон в каждом ряду. Ну что, ставим как ставится. Мужик псих нереальный, катает шары, то ледяные, то огненные. Но мы должны все эти приколы без проблем, потому что опыт имеется. Давайте, ребята, вперед! Давайте, ребята, вперед! Бой, конечно, нереальный. Замес конкретный. Твою мать, кажется, мы проигрываем. Ну давай, говна Кусман, наклонись. Витька, читбанит! Я не ожидал тебя тут увидеть. Ты настоящий герой. Спасибо, что спас меня. Вот так вот, друзья. Мы одержали победу над главной тварью, которая терроризировала нас месяцами. Мы получаем записаньку, в которой зомбизма приносит свои глубочайшие извинения, и затем мы зырим замечательный клип. Спасибо всем за спасибо. Крайне благодарен за просмотр этого видеоролика. Спасибо Виктору Читбаниту за помощь в борьбе с боссом. Пишите директору Ютуба, где галочка Хумаса, а также пишите в комментариях чего угодно вообще, любой комментарий. То есть я наконец-то закончил это видео, чему несказанно рад. Ну все, давайте, пока. One, two, three. Let's go!